Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы уже рассказывали в двух видео о результатах выращивания арбузов. Вот они у нас на участке, то, что уже осталось практически. Первые все были от 10 до 11 килограммов. Очень хорошие были ягодки в этом году. Ну и я специально посадила по двум способам. Вот здесь у нас посередине посажен целый ряд рассады. У нас есть видео, я сделаю сноску. Ну и 3 растения я высадила совсем по другому способу. Я сейчас отвечу на вопросы, почему у вас не получается, у тех, кто выращивает арбузы, почему не получаются вот такие крупные ягоды. Но у нас по 2 таких вот есть уже и по 8 килограммов остались, по 5 и по 3. Но по 3 это у нас самые последние ягодки. Но в основном вот были такие крупные. По 2 ягоды на растении. Вот они у нас там и дальше. Уже завершаем сбор. Очень как-то резко все у нас созрело. Но сейчас хочу ответить, чтобы вы могли подготовиться к следующему сезону. И очень важно это сделать уже сейчас. Вы видели, какие у нас крупные ягоды были вот в ряду. А вот здесь рядышком мы высадили 3 рассадных растения, те же самые сорта. Тот же Top Gun F1, у нас об этом есть видео. Он в теплице прекрасно созрел тоже до 10 килограмм, 8-10 килограммов. А вот здесь вот растение, вот смотрите, что у нас получилось. Ну вот этот, килограмма 3-4 есть. И вот малыши до килограмма, а тут и килограмма нету. Это вот на одном растении сформировалось вот такое количество плодов. Воды здесь предостаточно, но здесь не было той подготовки, которая была у нас сделана под посадку вот тех крупных арбузов. И поэтому вот я сейчас вам рисунок сделала, специально подготовила. Хочу, чтобы все понимали, в чем суть, что нужно делать. И это важно понять, чтобы в следующем году не делать ошибок. Вот смотрите, растение, да, у нас. Я его высадила, рассаду, высадила там, где у меня подготовлено, чуть-чуть позже мы об этом поговорим. Но вот в чем особенность, казалось бы, вот эти культуры, эта культура, она засухоустойчивая, теплолюбивая, но вот смотрите, главный корень имеет глубину 1 метр, а у нас суглинки, глина внизу, у нас вот на штык чуть-чуть суглинки, а там одна глина. Заберется он на метр? Да никак не заберется. Далее. Хотя это засухоустойчивое растение, но у него очень большая сила всасывания всей корневой системы. И он способен использовать влагу даже при влажности почвы всего 6%. Даже вот в эта жара, которая у нас есть, тоже и влага хотя бы немножко есть в почве, он ее все равно забирает. Причем это такое единственное растение, очень важное, которое необычное, которое всасывающая сила достигает вот 6%, да, вот здесь в почве влажность, и всасывающая сила достигает 10 атмосфер. Насколько сила большая у этого растения. Ну и мощная корневая система охватывает от 7 до 10 метров кубических почвы на глубине от 15 до 30 сантиметров. Вот эта глубина 15-30 сантиметров. Что получается? Мы посадили на суглинках. Корень может вот только вот сюда добраться. Ну, даже при сильной влаге, то может где-то 50 сантиметров. Мы вот наблюдали, 40 сантиметров больше не растет, потому что там нечего взять и нет возможности пробраться туда. Поэтому мы пошли таким путем, чтобы готовить заранее. Землей мы сейчас, кстати, и занимаемся, вкапываем солому в грядки. Вот сейчас вот следующая картиночка. Вот мы подготовили еще одну картинку для того, чтобы показать и объяснить, что мы делаем, почему так нужно делать и заранее подготовиться, чтобы получать хороший урожай. Не вот этих мелких, а действительно вкусных. И они, кстати, крупные, сладкие, очень вкусные ягодки. Так вот, чтобы вырастить вот такой урожай, я так в разрезе показала. Вот мы копаем ров такой, как еще можно это назвать? Александр Федорович, я прошу помощи из зала. Ну, то, что мы делаем. Ваду, да, вот такой вот. Мы как картошку садим, вот
вот это глубокую такую, где-то глубина 35 сантиметров. Вот получается у нас посадка между рядами 60 сантиметров. Мы вот просто и для картофеля готовили, высаживали. Между рядами 120 сантиметров, вот, а сам ряд 60 сантиметров идет. По центру вот глубина вот этой воды, глубина 35 сантиметров. Ну а здесь у нас глубина, естественно, самая нижняя точка 35, а здесь вот по вот такой угол, вот серединка у нас получается вот такой треугольничек. Вот сюда мы засыпаем, вот по этой части всей, засыпаем органические удобрения. Я вот здесь их вот так, таким образом нарисовала. Где-то 40 сантиметров получается, потому что мы под верх не ставим удобрения, а вот здесь засыпаем. И получается, что сюда просыпаем органические, то, что мы часто используем, практически последние лет 5 очень активно. Это мясо-костная мука, рыбная мука, кормовые дрожжи. Это те важные элементы питания, которые нужны арбузу. Здесь и фосфор, и калий, и магний, и молибден, все нужные, кальций, все нужные питательные вещества здесь находятся. Поэтому вот так просыпаем, перемешиваем немножко. Немножко курника сюда добавляем еще. Я не записала, вот курник тоже. И это перемешивается. И сюда же добавляется в эту часть, получается вот сюда вот этот треугольничек, солому или же другие растительные остатки. Вот это мы делали весной за месяц. Сюда, как раз когда садили картофель, это было у нас 14-15, даже раньше на 13 апреля готовили вот эти участочки, вот эти евады, так называемые. И сюда измельченные стебли, вот только здоровых растений. И вот это у нас здесь находилось. Плюс еще полили триходермином. Если нет триходермина, фитоспорин. Но лучше триходермин. Качество супер работы. Во-первых, тепло выделяется, когда вот это работает. Да, и вот это все мы внесли, засыпали сверху землей. У нас земля здесь ровненькая. Дожди шли. Мы капельное орошение поставили, увлажнялось. И дождей тогда было достаточно. И уже рассаду в мае месяце мы высадили, уже готовую. Естественно, еще было прохладно. Мы наверх вот эти 6-литровые на рассаду одели бутыли, чтобы были еще проники теплички. И уже когда было тепло, мы сняли эти бутыли. Получилось, что растение рассады постепенно наращивало корневую систему. Вернемся. Вот сейчас еще очень важные вещи. Да, вернемся сюда. Вот, корневая система имела вот эту площадь питания, у нас получилась она такая. Дело в том, что вот здесь у нас все было засеяно 2 сидератами, но сидератов недостаточно для того, чтобы вырастить вот такие крупные ягоды арбузов, поэтому нужно вот это удобрение. И корневая система, главный корень пошел, сразу же получил вот это питание. И начал развиваться вот эти боковые корни, и получилась мощная корневая система. И она разошла себе в разные стороны, потому что у нас все-таки 35 сантиметров в разные стороны. Это была уже мягкая такая основа, фундамент, где были как раз вот эти питательные вещества. Давай вернем сюда еще. Далее важный момент. Питательные вещества есть, но если воды не будет, вот эти ягоды, это растение очень любит воду. Поэтому, чтобы получить с квадратного метра 5 килограмм плодов, вот растению необходимо 160 литров доступной воды на метре квадратном при оптимальном минеральном питании. Это я записала, это технологические требования и данные. Это не просто с потолка, это практические опыты, исследования тех, кто выращивает. Вот они вот такие. И самое интересное, что да, вот тут у нас развивалась корневая система, и очень хорошо она развивалась, плети были такие, вы видели у нас видео, очень мощное растение, листья, завязи хорошие. И вот здесь у нас получилось, что вот момент, когда уже начали формироваться плоды, тут началась жара. Но вот получается, что в этот момент нужно очень много воды, и 70% элементов питания в это время арбуз потребляет именно последние дни недели до созревания. То есть 3-4 недели – это месяц. Вот в это время нужно давать подкормочку. И тут мы, естественно, поливали теплой водой,
и подкормочки. Подкормочки обязательно делали сначала комплексными удобрениями, у нас органические жидкие удобрения комплексные, фосфор, калий. Кстати, бор и кальций обязательно нужны тоже для того, чтобы вот при этой жаре формировались растения. И чтобы сахар был, мы использовали магний. Ну, естественно, должна быть и защита растений от болезней, хотя устойчивость есть против различных заболеваний у этих гибридов, но обязательно нужно также их защищать от других спорогрибковых заболеваний, потому что дожди приносили нам столько всего, что и даже специалистам было трудно определить, что же это такое. И обязательно от вредителей. Этого добра, конечно, тоже хватает. Ну вот я вам показала, я специально 3 растения вырастила именно без вот этой подготовки почвы. Здесь обычная после сидератов почва, наши суглинки. И здесь вот, видите, даже капельное орошение, лента с одной стороны и с другой стороны вот этого места, где у нас было закопаны вот эти удобрения. И вот эта воздушная такая подушка из органических остатков. И вот здесь вот такой, я еще раз пройдусь по этому ряду. Вот смотрите, здесь и капельное орошение работало, и полив был тоже в вадах вот по бокам. И вот это у нас уже остатки, это 3-е арбузы. А вот это, кстати, один только вот посажен, тоже одна рассада, без вот этого питания в почве. Вот он какой малыш. Совсем маленький, один всего-навсего. А здесь, видите, еще остатки есть. По 2 больших и 3-й маленький арбуз. Вот такая урожайность. Вот видите, какой вот стволик мощный, а там мощная корневая система внутри. И вот эта мощная корневая система с мощным листовым аппаратом, вот благодаря им мы выращиваем вот такие. Этот килограмм 9 у нас. Арбуз, это еще из крупных остался. Ну вот остались 8-9 килограммов. И вот это мелкие, это все, что у нас уже осталось из вот этой грядочки. И мы посчитали, что лучше вот здесь посажены 10 растений. Лучше 10 растений подготовить хорошо почву. Кстати, сейчас сразу же и покажу. Вот это, видите, ряды картофеля. Мы еще здесь не убрали. Вот. А вот здесь мы уже закапываем. В следующем году это уже будет легко. У нас уже будет подготовлена вот эта почва. Солома здесь, триходермин. Это у нас есть, это отдельная тема. Обязательно нужно почву питательными вот этими веществами кормить, ухаживать, давать возможность, чтобы она становилась пушистой. Даже если есть почва такая рыхлая, песчаная, все равно нужно добавлять и органику, и создавать вот эти условия, чтобы эти растения хорошо себе нормально наращивали корневую систему, и затем вот так, таким образом они себе росли. Кстати, и обязательно уже много лет высаживаю вот ряд, перед рядом арбузов, вот обязательно бархатцы. И вот эти бархатцы, больше всего именно под бархатцами формируются вот эти ягоды. Не знаю, чем это связано, но столько раз я вот это делала. И столько раз вот смотрите, где чаще всего они вот здесь находятся. И самые первые были посерединке, некоторые под вот этими цветами. И сейчас вот тоже под цветами еще вот 2-е плоды. Здесь они находятся. И даже 3-й. Тут еще и малыш есть. Вот так вот. Видите? Красиво. И цветы, и сразу же растения. Бахча здесь растет. Я думаю, что я уже ответила и вам сама для себя. Во-первых, я тоже сколько раз высаживала вот таким образом. Просто высаживала, там удобрения ставили под посадку рассады на небольшом вот этом объеме, где рассада высаживалась. А нужно заниматься основательно вот этим фундаментом, где будет высаживаться рассада. Тогда будет хороший урожай. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик ответили на ваши вопросы, почему у вас не получаются крупные арбузы, почему болеют. Ну, а могут болеть еще и от того, что неподготовленные растения, то есть сортовые, они неустойчивы к заболеваниям. И при резких перепадах температур
и особенно вода. Если полив холодной водой, жара, то вот это увядание сразу же съедает все растения. Или же падает с дождем какая-нибудь, ой, не буду плохое слово говорить, споры грибковых заболеваний, их очень много. И, кстати, и переносят вирусы, различные вредители, тоже может такая штука быть. Так что покупаем хорошие семена, хорошую подготовку почвы делаем и уход, питание, поливы. Прощаемся с вами до следующего видео на нашем канале. Всего вам самого доброго. Пока-пока.